Итак, всем привет! Сегодня после долгих всяких разных поисков на ютубе хочу вам показать одно видео, как затачивать ножи на фуганок. Рубанок, фуганок и так далее. Это в руках у меня обычная железная пластина, вырезанная под размер ножа. Потому что ножи у меня стоят уже наточенные на циркулярке, отрегулированные. И, короче, смысла нет показывать эту железку или настоящий нож. Без разницы. Главное, я вам покажу принцип, что я подчеркнул из ютуба и чем меня осенило. После того, как я сделал приспособу ютубовскую и так далее, с ютуба мастеров. Так, сначала я, на ютубе посмотрел несколько роликов, да много роликов. И там в основном, скажем так, два варианта заточки. Это каретки, сделанные под заводские, и уголки. Но так как каретку очень геморрой большой делать, я решил сделать с уголка. Вот. Только я опять же с нескольких роликов разные идеи взял и объединил их в одну. Потому что я, например, видел один ролик, как один пчеловод. Так, сейчас я буду показывать вот так уже руками. В руки возьму камеру и дальше буду рассказывать. Итак, один пчеловод рассказывал, интересно, конечно, познавательно. Принцип такой, что представим, что вот это вот лист железа, примерно у него десятка была, к нему приваривается, там прикручивается вот так уголок. Вот так. И сюда уже вставляется нож. То есть вот где, видите, заточенная плоскость, вот сюда вставляется нож. Но вот только этих усов нет. Вот так, скажем. Вот если по-настоящему, то вот так. Вот. И принцип такой, что потом шлифовальной машиной он точится. Но так как шлифовальная машина, например, у меня 75, по-моему, миллиметров ширина, а ширина ножа 200, то я не уверен, что равномерно оно будет стачиваться. Вот. И во-вторых, он там одну фразу обронил такую, что вот этот вот угол вы видите клещами или разводным ключом. То есть это вообще какая-то интересная такая затея. Короче, я у него взял с видео полезное, что мне как показалось, вот эти регулировочные болты. То есть болты подачи ножа. Вот. Это прижимные болты, шайбами прижимают нож. Это уже регулировочные. Сейчас я вставлю нож, покажу, как он работает. Так, чтобы вам видно было. Вот я вставил нож. Сейчас чуть подтяну. Слегка подтянул. Вот. В чем прелесть этой идеи? В том, что регулируется подача ножа. Так, ну вот так, сейчас он не выходит у меня. На елке. Вот, подкручивая вот эти болты, нож может вылазить больше, меньше. То есть можно вывести плоскость. И еще плюс хороший в том, что заточив один нож, не меняя вот эти регулировки, вставляете второй нож, третий нож, сколько у вас там на барабане ножей, и выводите вровень с этой кромкой. То есть все ножи можно заточить одного размера. Они будут по весу идеальные. И это проверял я уже и штангенциркулем, и так на вес. Оно действительно получается идеально. Я затачивал, как сказать, вот плоскость. Плоскость вывожу по эту кромку, вот по эту вот. И потом эту кромку помечаю маркером. И начинаю затачивать на шлифмашинке. Как только шлифмашинка белое пошло, маркер содрала, все, выключаю, нож готов. Один достал, другой вложил. Если вы до этого их точили более-менее правильно, значит по-любому он будет уже чуть выше. И опять же маркером провели и стачиваете до тех пор, пока маркер не съест маркер. Пока опять не заблестит этот уголок, край. Вот.
Это насчет этого. Дальше. Второе видео, которое мне понравилось. У одного парня было вот такое вот устройство. То есть на доске шлифмашинка стояла. Только она стояла поперек. Да. Вот так вот поперек у него стояла. Здесь брусок, навес, сворот, я так понял. И к навесу уже приварена вот эта штука. То есть он вот на навесе можно опускать, поднимать, крутить. Потому что навес вот здесь прикручен на одном саморезе. То есть он вот так вот крутится, вся эта лабуда. И он точил, ну получается, так, короче, получилось у него вот, ай, елки, нож выпал, ну ладно, это уже не принципиально. И он точил, получалось вот так полукругом. Но мне это тоже не понравилось, потому что в этом случае, если так точить постоянно полукругом, то будет съедать края в 2 раза больше на ноже. Потому что, смотрите сами, вот вы запустили нож, он стачивается. Потом этот край вышел, а этот еще точится. А потом запускаете опять, и он опять начинает точиться. То есть тот край 1 раз точнулся, а этот в 2 раза уже пошел точиться. И, короче, это не то. Когда я вот этой приспособой затачивал себе, то я затачивал вот так. Вот, то есть, вот только вот так мне было удобнее. Я держал 2 руками за болты и точил в одну сторону. Поклал на машинку и пошел. Ну, то есть против шерсти. Вот так вот. И тогда на ноже, если точить вдоль, вот так вот вдоль он будет точиться у вас, на ноже образуется идеальная зеркальная поверхность. И видно все выщербины, все ямы и так далее и тому подобное. До того, как я сделал эту приспособу, я первый раз ножи точил на наждаке электрическом. Просто от руки. Показалось нормально. Приложил на плоскость, там кое-где были, по-моему, 2 просвета было у меня на ножах. Ну, думаю, ладно, строгает, да и ладно. Но потом дошло, что если я 2-3 раза так поточу, то потом ножи придется выкинуть. Поэтому я задумался, пошел на YouTube же вот это вот делать приспособу. Сделал, все, вроде нормально. Но, когда я ставил ножи, на циркулярку уже устанавливал, ну, на фуганок ножи, до меня дошло, зачем я изобретаю велосипед, если эта приспособа есть у каждого дома, заточная. Мы даже просто о ней не догадываемся. Сейчас я вам ее покажу. Вот она моя циркулярка. Ну, здесь ножи, они сейчас закрыты. Барабан. Вот она циркулярка. А вот она, наша приспособа. Она готовая. Единственное, что нужно. Выставляем 45 градусов. И сюда, понятно, что вместо этого пильного диска нужно поставить заточной диск с болгарки. Если примудрить еще больше, но это я сейчас в процессе, ладно, расскажу. Все, вот оно нам все устройство. Вот у нас 45 градусов. Есть. Завод уже обо всем побеспокоился. Так, вот он нож мой импровизированный. А теперь смотрите. Имеем в виду, что здесь не пильный диск, а стоит шлифовочный. В перчатках и так далее это совсем не опасно. Тем более стоять будем мы сбоку. Ну и также еще в памяти имеем, что держать его 2 руками. Это просто у меня камера сейчас в руках. Вот, пожалуйста, и пошли затачивать. Легко и просто. Все, ничего сложного. А мы изобретаем всякие приспособы. И, между прочим, вот именно вот такие приспособы, я смотрел на ютубе, они, можно сказать, продаются отдельно. И стоят не 1 и не 2 тысячи. Примерно то же самое. Чашкообразный наждак и такая же штука. Всего делов. Так, вот, а теперь я еще что хотел сказать. Так, если у вас хватит сообразительности или как смекалки, примудрить сюда больше диск, ну, больше болгарочного, то есть,
Потому что стол опустить, ну ниже уже все тут. Вот я и так уже здесь регулировочную гайку выкрутил. Со шпильки с этой, чтобы положил аж на стол почти. Единственное у меня вот где упирается он сейчас. Вот, и это мало. Если вы умудритесь поставить большой диск заточной, чтобы он был диаметром от края, от этого края до этого края, чтобы он диаметром был, ну, расстоянием больше вашего ножа, это будет у вас идеальное заточное устройство. Потому что вы тогда всей плоскостью, вот так вот, всей плоскостью сможете приложить диск, к диску нож. И точиться он у вас будет полностью по всей плоскости. Идеально. Просто ровно приложили, подержали там пару секунд, посмотрели на это, ну, на заточку. Сразу будет видно, опять же будет образовываться гладкая зеркальная поверхность, и сразу будет видно, где ямки, где точнуло, где не точнуло. Возможно, после каких-то старых ваших заточек края только будет брать. И стачивайте, ну, до тех пор, пока у вас не будет полностью плоскость вся идеально зеркальная. Вот и вот об этом я и хотел вам рассказать. Что просто когда меня осенило, я думаю, я полдня провозился с этим уголком, там резьбу нарезал, то все, точил 20 минут. А проще пойти в магазин, купить диск, поставить, и пусть он висит потом, пусть он там и нужен там раз в неделю, раз в месяц. Пусть висит. Но зато это проще простого и удобно. Заводом все придумано. Здесь все подвести можно точностью до миллиметра. Потому что вот еще сейчас расскажу. На шлифмашинке, как вы не стараетесь. Вот я уголок, когда брал, замерял на плоскости. Ну вроде он ровно у меня был. Все. Когда я точил на машинке ножи, у меня один край съедает больше, чем вот этот. Я точил и так. Когда заметил это, перевернул, так начал точить. И все равно съедает один край больше этого. Ножи промерил штангенциркулем, расстояние у меня одинаковое, шириной они получились. Видать, уголок поведенный. Хотя так показывает, что он ровный. Ну, короче, можно подколоться. И на шлифмашинку все равно вы идеально, параллельно не приложите. То есть вы или одним углом цепляетесь, или вот так можете зацепиться, ну, сначала, а потом выровнять резко. Так вы тоже ровно не положите, потому что нож перекрывает, ну, длину машинки. Была бы она чуть подлиннее, чтобы можно было сразу положить на плоскость. И все. Тогда бы это было тоже еще более-менее. Но опять же, сразу всеми 4 точками уголок вы не сможете положить. Их где-то точнет больше, где-то меньше. А здесь у вас, ну я не знаю, для меня это идеально. Чем покупать какие-то там приспособы, и тем более мудрить, вот это вот лучше не придумаешь. Все, 45 градусов есть, есть. И пошел. Так здесь не будет никаких провалов, никаких ям. Потом, может, там кто со мной будет спорить, что диск, ну как он объяснить так. Вот так вот, да, что диск, например, вот в этой точке скорость больше, в этой точке скорость меньше будет у диска. И то есть стачивать будет по-разному. Никогда такого не случится, потому что если, например, вы считаете, что вдруг кто-то считает, я не говорю вы, что в этой точке он точит быстрее, поэтому здесь больше съест, пока здесь не сточит, здесь точить не будет. То есть плоскость будет у вас идеальная. Если бы вы давили вот так бы нож, ну то есть туда, к диску, тогда да, тогда я согласен. В точках соприкосновения тут бы больше выедало бы, здесь бы меньше выедало, да. Но так как он у вас, можно сказать, под своим весом будет, вы его давите только в торец, вот, сюда, вниз, и все. Вы его по плоскости никак не давите. И поэтому точиться он будет одинаково. На мой взгляд, это лучший вариант. И не надо ничего изобретать. Ну, изобретать, конечно, надо, но в этом плане. Короче, так скажу в конце видео своего. Кому поможет, пользуйтесь на здоровье. Все, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть желание, конечно, такое, ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч.